Приветствую всех на своем канале. Человек хочет завести кроликов, и перед ним стал вопрос: завести породистых кроликов или беспородных. Большинством голосов люди проголосуют за беспородных кроликов, мотивируя это тем, что у беспородного кролика очень много преимуществ по сравнению с породистым. В сегодняшнем видео я хочу разобрать по полочкам все эти преимущества беспородных кроликов и посмотреть, действительно ли оно так, что беспородный кролик имеет много преимуществ по сравнению с породистым. Забегая вперед, хочу сказать, у беспородных кроликов есть преимущества. Первое преимущество, о котором так любят говорить держатели беспородных кроликов, это, несомненно, иммунная система. Ну, смотрите, друзья, когда в ваше хозяйство приходит такое заболевание, как ВГБК, то есть вирусная геморрагическая болезнь кроликов, она не будет спрашивать, породистый кролик, не породистый, хорошая у тебя иммунная система, нехорошая у тебя иммунная система, будет косить всех. Если вы, к примеру, посадите двух кроликов в одинаковые условия породистого и нет посередине огорода в проветриваемом, там, скажем, в чистом поле, да, к примеру, то и один, и второй, они в любом случае заболеют от сквозняка, и у одного, второго будет сопли. Поэтому, у меня много друзей, знакомых, которые держат непородистых кроликов, и они постоянно жалуются, что вот у меня кролик заболел, что делать с кроликом, у кролика сопли, с кроликом проблемы. В общем, масса вот таких вот проблем с беспородными кроликами. Поэтому однозначно сказать, что у беспородного кролика есть преимущество в иммунной системе над породистым, точно нет. Второе преимущество, о котором часто говорят, это они неприхотливые в еде. Но, друзья, согласитесь, кролики это не свиньи. Вы в любом случае кролика, даже породистого и непородистого, не можете кормить как поросенка. Здесь вопрос в другом. Если вы кролика приучили с детства, к примеру, к помидоркам, он и будет есть помидорки и один, и второй. У меня также есть знакомые, которые кормят породистых кроликов китикетом. Да, этот кролик, она у меня приобрела этого кролика, он с ней живет дома, она его кормит китикетом. Он ест, он чувствует себя хорошо, он чувствует себя прекрасно. Тогда возникает вопрос, откуда преимущество беспородного кролика в неприхотливости еде. Вот, пожалуйста, наглядный пример, что кролик кушает китикет, а у вас каждый беспородный кролик может есть китикет. Да нет, конечно. Также у меня много знакомых, которые кормят бананами, апельсинами, яблоками, огурцами и так далее. Здесь вообще дело не в преимуществе и не в прихотливости беспородных кроликов. Здесь, скорее всего, дело в привычке. То есть, если вы крольчонка изначально приучили к той еде, которую вы в дальнейшем потом будете кормить теми же бананами, он и вырастет на этих бананах, он и будет их есть. Поэтому здесь преимущества я не вижу абсолютно никакого. Еще одно из преимуществ беспородных кроликов — это они непривередливы в содержании и уходе. Тут возникает вопрос. То есть, если они непривередливые, значит, за ними не нужно убираться, пусть они там сидят, и слой их экскрементов растет и растет, ничего страшного и ничего кролику не будет. За ними не нужно чистить, да, за ними не нужно дезинфицировать инвентарь и так далее и тому подобное. Кролики все будут делать сами, или им вообще это ничего не грозит. То есть, смотрите, особенно летом, когда у вас открытая посуда с водой, вода, естественно, закисает, и вы хотите сказать, что кролик будет эту воду пить, и ему ничего за это не будет. Вернее, не за это, ему от этого ничего не будет. Да нет, конечно, любой кролик, породистый или не породистый, к нему нужен уход. То есть, это и обжигать клетки и инвентарь, это менять чаще воду, поэтому... это точно не преимущество. Я не знаю, о каком преимуществе вот в этом неприхотливости в уходе. Что значит неприхотливость в уходе? Для меня непонятно. Лично я не увидел разницы между породистым и беспородным кроликом в содержании. Следующее преимущество, о котором пойдет речь, это много мяса. Люди говорят, что у беспородных кроликов намного больше выход мяса. В общем, мясо. Но смотрите, если разобраться логически, если подумать, то и у породистого кролика, у некоторых пород неплохой выход мяса. Там есть породистые кролики, которые рано спелые, которые бройлерные породы и так далее. А в беспородном кролике тут есть маленький нюанс. Смотря что с кем вы скрещиваете. Вы можете поставить пару так, что никакого мяса у вас
и не будет. А можно поставить пару хорошо, подобрать. Ну, к примеру, многие говорят, что очень быстро растущий и много мяса, это у французского барана там с белым великаном. Ну, примерно, да, вот так по слухам, если я вспоминаю. Где-то так. Ну а если вы скрестите более другие породы, они вам, в принципе, могут и не принести мясо. Поэтому я думаю, что здесь также нет никакого преимущества беспородных кроликов над породистыми. Ну а теперь я вам расскажу действительно, какое преимущество имеет беспородный кролик к породистому. Конечно, это цена. За ту цену, которую стоит беспородный кролик, к примеру, 300 рублей, 200 рублей, 150 рублей отдают таких кроликов, естественно, вы не купите породистого кролика за такие деньги никогда. Пожалуй, это самое, наверное, единственное преимущество, которое существует между породистыми кроликами и беспородными. У меня также люди покупали породистых кроликов. Я держу французских баранов и немецких пестрых великанов. У меня люди покупали французских баранов, не имея опыта не то что содержания данной породы, а содержания кроликов в принципе. Но они до сих пор держат эту породу. У них никаких происшествий с данной породой нет. Они благодарны, что именно данную породу я им посоветовал, что они ее разводят, они счастливы, они довольны. И таких случаев у меня много. Поэтому я не скажу однозначно, что именно беспородный кролик должен заниматься новичок беспородными кроликами. Пожалуйста, вот вам наглядный пример. Много у меня таких примеров. Люди покупали, люди разводят. На самом деле, неважно какой кролик, породистый кролик или беспородный кролик, здесь скорее всего зависит все от содержания. Если вы содержите кролика в хороших условиях, у вас хороший корм, вы к нему хорошо относитесь, то и данный кролик будет вам приносить только радость. Будет он породистым кроликом или не породистым. Все кролики хороши. Ну а в конце хотелось бы добавить. Любите своих кроликов. И неважно, породистый кролик или не породистый. И они вам ответят взаимностью. На этом все, друзья. Пока-пока.